Приветствую всех на канале. Сегодня я расскажу про китайский электромобиль Dongfeng M5 EV. Это абсолютно новый автомобиль, привезенный одним из наших партнеров для городских служб города Харькова. Но на одном из них была проблема, и автомобиль не заряжался. Вообще до этого к нам в работу попадал уже такой автомобиль. С проблемой, что он не переходил в режим готовности и не ехал. Но тогда проблема была в человеческом факторе. А в данном случае автомобиль приехал из Китая новый, но уже неисправный. Семиместный салон с кондиционером. Такое вот комфортное для водителя место. Пробег около 300 километров, 60 киловатт батарея. Итак, зашел к нам в ремонт вот такой вот автомобиль. Вот с таким значком. Ух, красивая, мы подумали, какой-то Peugeot китайский. Под капотом, как говорятся, тут только мышей не хватает. И кошечек. Но им тут есть где жить, потому что место под низом, ну, там хоть конем гуляй. Я не знаю, там можно целый зоопарк поместить. Под этими блоками ничего нету, а по высоте он довольно высокий. Там можете представить себе, сколько всего может поместиться. Удобнее всего на нем, конечно, дворники менять. Вот. А еще этот автомобиль обладает быстрой зарядкой. Такой тут у него PDM, он же походу зарядник. Вот DC-DC находится. Это выход на кондиционер. У него там электрический кондиционер под низом. Выход на хитер в салоне. Вот. Вход 220. Это на батарею. Управление. Ну, чадема китайская, ЖБТ. Да. И выход на электромотор. Инвертор и мотор находятся сзади. А здесь пространство хоть конем гуляй. На машине примечательно 18 километров пробега всего. 18 километров пробега. Уже есть под резинками ржавчина. Китайцы. Заехала она с тем, что их купили 20 штук. Но не заряжается. Ошибки сейчас у нас по двум блокам. БМС, видимо, ругается на чарджер. Вот, а чарджер ругается на этот. Чарджер у нас ругается на ошибку, которая выглядит вот так вот. Говорит о том, что неправильная сеть 220 у нас. Насколько она неправильная, почему она ее не видит, непонятно. При этом, когда втыкаем зарядное гнездо, срабатывают контакторы. Вот. И напряжение оно почему-то не видит. Срабатывают контакторы, срабатывают реле на зарядке 220, которая у нас настенная. Вот. Но при этом машина не заряжается и выдает ошибку. Можно увидеть, горит розетка. Сейчас мы ее еще поднимем на подъемнике, посмотрим, что у нее снизу. 90 киловатт здесь мотор. И ЖБТшная зарядка китайская. 60 киловатт батарея. Будем, наверное, открывать зарядник. Смотреть, почему она не видит все 220. L и N подключение на плату.
И там уже что? Как следы чего-то подгоревшего? Или мне показалось? Так, сейчас начну с того, что проверю предохранители все. Вот, если предохранители целые, придется откручивать, наверное, нижний этаж, снимать все разъемы, откручивать вот этот периметр, который идет чуть ниже болтов, и добираться до платы посмотреть. Сейчас еще сразу проверю, приходит ли напряжение на плату 220, когда втыкаешь зарядку. Микрик. Крышку открываешь, типа хвил срабатывает. Так, воткнули щупы. Все 220. Ставим диапазон измерения макс-мин. А вдруг я не успею зафиксировать это глазами. И втыкаем зарядное гнездо. Там что загорелось, клацнули контакторы, клацнул контактор на стене. Видим 236 вольт у нас на входе. Все, ошибка, выключилась. А на дисплее у нас появляется треугольничек, ну и код из диагностики. Итак, заменил зарядник. Синенький, зелененький. Сработали контактора. Начала моргать вилка. Пишет время до конца зарядки. Интересно, как вот процент брака, да? Приехало несколько машин на одной уже нерабочий зарядник. Это только по дороге из Китая. Китайцы. Будем заказывать другой зарядник, потому что этому проблематично будет что-то сделать. Он весь все-таки залитый компаундом. Вот. И запаяны, скорее всего, элементы с обратной стороны приклеены. Поэтому плату, не знаю, может распаивать надо будет. Тоже делают неремонтопригодными их. Вот машина, с которой сняли зарядник. Вот, на улице оставили. Сейчас буду собирать обе машины и обе будем отдавать. Новый зарядник заказывать. Как вам такое гнездо быстрой зарядки? Как вам? Как вам? Как вам такое гнездо быстрой зарядки? Я даже хрен его знает, как ним пользоваться. Оно мешает. Поворозочек не хватает, по-моему. Значит, надо откидывать наверх. Короче, как-то неудобно, если честно. Вот такая вот красотень. Новая. Пока новая. Интересно будет на них посмотреть через год эксплуатации. Во что они превратятся. Кстати, без вот этого жгута заднего, как раз на канале Car Repair Videos вышло видео о том, как не запускался Hyundai. В комментариях было много про жгуты вот, в бампере, без которых машина не запускается. Так вот, эта машина относится к ним. Без заднего жгута эта машина не запускается. Сейчас покажу. Вот такая же точно. И без вот этого жгута машину не могли запустить. А на нем всего-то 1, 2, 3 парктроника и противотуманка. Но один парктроник имеет в себе то ли кан, то ли лин, что на него много проводов заходит. 6 проводов на него заходит, а на разъеме всего 7. Вот. На этих по 3 провода. Но без этого жгута оно не запускается.
Вот так он выглядит. Надежная старая рессорная подвеска и задний мост, на который прикреплен мотор. И здесь стоит инвертор. Все, конечно, очень странно, что все в такой грязи, прямо под задними колесами. Но, наверное, китайцы уверены в своей герметичности. Ну ладно, будем разбираться, почему она не запускается. Кстати, мост стоит задом наперед, потому как, скорее всего, здесь когда-то крепился редуктор до того, как установили сюда электромотор. И его развернули задом наперед, чтобы мотора было место. Такое ощущение, что китайцы делают даже без особых инженерных расчетов или каких-то разработок. И хотел оценить этот разъем. И чтобы его оценить, нужно провернуть эту защелку. Но чтобы провернуть защелку, не хватает буквально ей миллиметров 10. То есть китайцы что сделали? Хочешь оценить разъем, будь любезен слить антифриз. Оценить этот шланг. Не знаю, это было специально сделано или вот такой вот конструкторский просчет, но вот так вот. Но судя по тому, как все здесь реализовано, то это именно сделано, как говорится, абы как. Будем надеяться, что будут работать эти машинки. Несмотря на то, что уже приходят с заводским браком. Надеюсь, в дальнейшем больше сюрпризов не будет.